AD9833. Так, AD9833. Вроде бы качество хорошее. Вчера сам индикатор показывал очень плохие результаты здесь у меня на АБС-студии, поэтому я как бы и уставший был очень сильно и решил подзакрыть немножко саму трансляцию. Что мы сегодня имеем? Один момент. Мы имеем следующее. То есть для того, чтобы мне сейчас работать со своим генератором, мне необходимо будет поработать с такой штукой, как генератор на AD. Ох, а где он же? AD9833. И я сейчас вот нарываю кое-какую информацию, которая есть, можно найти в интернете, для того, чтобы пока есть еще время чуть-чуть. Может, кому-то будет интересно, и вам, дорогие друзья, зрители. Кстати, кидаю ссылку. Кстати, посмотрим, что у меня там. Вот такой вот сайтик нашел, кстати. Сейчас буду перечитывать. Это его идет описание. Смотрю, тут какой-то есть код. Но мне понравилась другая статейка. Сейчас я покажу. И здесь тоже как бы подробно вариант своего кода указан. Но нашел немножко другое.
микросхема. Я так понимаю, для того, чтобы переключать форму сигнала при разъеме. Что-то переключает каналы, я так понял. Сингл, энд, трел, и ПЖ. До 8 каналов переключения. 32 вольта, сериалы. SPI. Хавает SPI. Схема. Channel 0, channel 1, 7, 88. Выключает штука переключалка, для которой управляет по SPI шире. Понятно. Так, это мы закроем. Arduino контролем чип. Тут еще есть два программируемых соединителя.
All right. So normally, if you want to get a function generator or signal generator, I think it will not be anything less than 6,000 to 7,000 rupees, which is about 90 to 100 US dollars. And on top of that, if you want all this set of requirements, which is a very wide range of frequency variation, variable amplitude, it's going to be much more expensive. On top of that, if you have a very specific requirement of two sine wave, which has individual control of phases. So if you have two sine wave, you can have a phase difference of 0 degree, basically they are overlapping, or you can have phase difference of 90 degree there in your requirement as well. And domain, you will have the phase synchronization or phase lock between them. To get that phase lock, you have to have the same clock, the same digital clock, which are basically the clock source for both the modules. So for both the module, the clock source should be just one. So let's see how do we do that. So to do that, first of all, there are these two different kind of AD9833 models which are available in the market. Don't go for this slightly lower cost. Go for this this slightly more expensive. The reason is clear in the next picture. The reason why you should go for this particular module is that it has a jumper here, and this jumper you can desolder it, and thereby you can disconnect the clock from the AD9833, and this is this 25 megahertz external clock source. So once you remove this jumper, this clock is cut off, and you can have two of such modules like this, two of such. В общем, что человек объясняет, что если с этого референса выпаять, а во втором выпаять вот эту вот детальку, вот этот джампер, то получается, что одним генератором этот отключается, и мы полностью синхронизируем вот эту штуку. Так. Мой любимый рецепт. Ставим воду и крошим свеклу, и полук, немного лимона и много петрушки, сметану, соль и куркуму. Угу. Привет. Так, еще раз привет. Сейчас сезон овощей, можно легко купить. Здоровье суп из парников. Мой любимый рецепт. Ставим воду и крошим свеклу.
Репа есть, в магазине лук есть, немного лимона и много петрушки. Сметана, соль и куркуму. По вкусу за неделю такой суп поставить на ноги, остальные продукты минимизировать до погрешностей. Ну, сейчас, секунду. Вот такой мне предлагают. Ну, попробую. Вот. Потому что усталости много, но нагрузка физическая огромная. Вот. Соответственно, ну, сейчас нужно подзаработать денег, а деньги нужно подзаработать на оборудование. Для того, чтобы я мог дальше двигать проект свои проекты. Вот. Ну и еще и белок, конечно, нужен, поэтому сейчас пытаюсь какой-то держать баланс между едой и покупкой. Немного работать, потому что пока надеюсь в плане оборудования только на себе. Вот. Ну и нашел интересные статьи, ковыряюсь, поэтому сейчас это обсуждаю. Вот. Но потом будет, если силы, еще объясню, что я хотел там сказать своим названием ролика. А сейчас поехали дальше. Ну, в чем плюс? Так, а теперь в чем плюс указанной схемы? Ну, здесь фактически все разжевано, хоть и корявенький английский язык, но я смотрю, можно все это легко понять, что нужно делать. Вот. У меня, кстати, розовый модуль, и я куда-то его положил, один из них. Надо сейчас посмотреть и поискать. Пока немножко музыки. Кстати, уже зрение не работает. Какое оно все маленькое, мое зрение уже для этого. Так что спасибо, кстати, Володе Лимит, который порекомендовал брать именно розовый цвет. То есть из видео видно, что синий это хреновая штука. Вот. А здесь такие маленькие СМДшки. И
как туда подпаивается, это капец. Просто капец. Поехали дальше. Module. In one module, it is running by its own clock, and the 25 megahertz actually come out on this ref pin. So you can solder one wire from here and connect it to the second module, where you will be removing this jumper resistor. So in other words, you have two modules which are now running with single 25 megahertz clock, and I have tried that, and this is how I am able to generate two sine waves which are exactly locked in frequency and phase, or I can change the phase and frequency, but whatever is the command that I give, that command is maintained for a very long time. I have tested for few hours, and the phase synchronization actually remains tight. Now for controlling these two modules, I am using Arduino. It is all these modules are controlled through SPI, so you use the MOSI and the clock pin. And also I'm using programmable gain amplifier MCP6S21, and Ну-ка. it's 800 megahertz. Bring out the wire and then close the box, and you get a portable signal generator controlled by Arduino. And it's a 3 parameter. One is a character which is 800 megahertz, the amplifier. Alright, so now let's. Ну что, я сейчас вижу смысл скачать видео, потому что там что-то блокируется на YouTube. Так, активите. Лайк поставим. Так, где моя качалка? Ну что, ребята, сейчас попробуем скачать видео. Сейчас попробуем скачать видео, пока суть до дела.
Сейчас пойду поставлю чай, пока оно будет качаться, я думаю, чайник уже не закипит, и быстренько посмотрим само видео, но уже не через YouTube, а уже через проигрыватель. Надеюсь, качество будет то, что надо. Ну, а само видео можно будет, наверное, по ссылке скачать, а если там что-то будет блокироваться, ну, залью тогда этот вариант в общем, куда-то залью. Две-три минуты. 5 минут. В общем, какое-то время надо подождать. Вот. Ну, а пока вот оно качает. Посмотрим, что здесь и как. Ну, видео очень интересно, поэтому сделаем разбор этого видоса. Вот. Ну, а пока, может быть, что-то послушаем отсюда. Не похожий на других, точно не из этих мест. Может, с пепельной луны к нам сюда упал нечаянно на планету дураков. Проживать и каяться, где свободно и легко. Чудеса случаются. Всех сортов
похожий на других, точно не из этих мест. Может, с пепельной луны к нам сюда упал нечаянно на планету дураков. Проживать и каяться, где свободно и легко. Чудеса случаются. Всех сортов и оттенков, все что угодно за ваши деньги. Добро пожаловать в мой круг. Мир товаров и услуг. Мир товаров и услуг. Добро пожаловать в мой круг. Попривыкнешь и поймешь, как же с нами весело. Мы любую благодать превращаем в месиво. Здесь всегда найдется чем отравить сознание. Только успевай платить за свои желания. Всех сортов и оттенков, все что угодно за ваши деньги. Добро пожаловать в мой круг. Мир товаров и услуг. Alright, so normally if you want to get a function generator or signal generator, I think it will not be anything less than 6,000 to 7,000 rupees, which is about 90 to 100 US dollars. And on top of that, if you want all this set of requirements, which is a very wide range of frequency variation, variable amplitude, it's going to be much more expensive. On top of that, if you have a very specific requirement of two sine wave, which has individual control of phases. So if you have two sine wave, you can have a phase difference of 0 degree, basically they are overlapping, or you can have phase difference of 90 degree, they are in quadrature, or exact PI, so you use the MOSI and the clock pin. And also I'm using programmable gain amplifier and second module I'm removing the resistor and connecting by a brown wire, which is what you will see here. So there are two modules. These two modules are controlled by Arduino, and the module that you will see in the foreground, even though it has this 25 megahertz clock source, I have removed this jumper and I am feeding the clock from the module which is in the background. And these are the two MCP6S21 in deep package. Another view of this module of my PCB in second module, I am removing the resistor and connecting by a brown wire, which is what you will see here. So there are two modules. These two modules are controlled by Arduino, and the module that you will see in the foreground, even though it has this 25 megahertz clock source, I have removed this jumper and I am feeding the clock from the module which is in the background. And these are the two MCP6S21 in deep package. Another view of this module of my PCB in from a top view. From the bottom view, you can see very less number of wires are there, so it's pretty simple to build. Put everything in a neat box. Make some slots and some hole for holding these connectors, and also bringing out this USB connector. Mount this PCB on the back, bring out the wire, and then close the box, and you get a portable signal generator which can give out two sine wave output
locked in phase, and they have these two binding post connector and the ground. Another view, it looks pretty neat. Now let's look at the code. Well, the code is pretty simple. As you can see, it just enables the digital output for these three slave select pin and the SPI, and also a serial port at 9600 for controlling this phase, frequency and the amplitude. In the loop, the Arduino code, it basically accepts three parameter. One is a character, which is F or frequency, P or phase, and G or gain. The second parameter is A, B or C. A is for the generator A, B is for the generator B, and C is for both the generator together if you want to control. And third is the floating point value, so that value is equal to it signifies, or it has meaning if you associate with this character. So if it is F and then 100, that means if it's 100 megahertz, or sorry, 100 hertz. And if it is P and 100, that means it's 100 degree phase shift between these two sine wave. So the same thing is done over here. So F, and it does the control of the AD9833, the specific generator, and P is again the specific generator, and G is controlling the MCP6S21. Now for MCP6S21, you have to refer to the datasheet from Microchip, and the commands are very simple. It just changes the output of the amplifier. One is a scaling of 1:1 for the AD plastic box that I had shown earlier to the PC, and it will appear like a COM port. If you have parameters as a command, the first is F, P or G, second is A, B or C, and third is a value, and A frequency to 505 hertz. So in that case you have to send F, A and 505.0, and you have to also add one carriage return character. Similarly, to change the frequency of both the module to 1000 hertz, you have to send F, C and 1000 and carriage return. For phase, it is PA 0.0 or PB90, and gain you can have GC5, which is the 5 times gain 1:5. And the valid range of frequency is from 0 to 1000 kilohertz or 1 megahertz. The phase. For the demo, there are three things that I can change. One is the amplitude of both the signals together. The second is the frequency, which can be changed individually on both the channels. And third is the phase of each of the channel. So let me first show you the gain, and the command for sending gain is G and C. C is for both the modules together, and the 2.0 is the gain value. So as I change the gain, you can see on the scope the amplitude changes. So let me send the value now. Okay, so let me adjust the trigger, and as you can see, the gain value is reduced. Now as you can see, the waveform has become a little more noisier, and it has the 25 megahertz component as well here. And the reason why it is happening is the 25 megahertz actually is present in the output because of how the modules themselves have been manufactured without separating the analog and the digital section. Now for higher bandwidth, because on the output of my function generator I am using MCP6S21, it has a bandwidth limit of 2 megahertz. And so when the gain is lower, this bandwidth is higher, and so you can see the noise component as well. So by the way, on my oscilloscope I have kept the bandwidth limit off. If I make the bandwidth limit on at 20 megahertz, you can see the signal may be slightly better, not a big difference.
because the signal itself is 25 megahertz, so 20 megahertz bandwidth may not have a big effect. So I will revert back to the gain of 10 now. Okay, so I'm setting it now, and as you can see, the gain has come back and the waveform has become much more cleaner, because the bandwidth limit of the programmable gain amplifier MCP6S21 allows the signal to be much more, allows the output to be much more clear. You'll see that both the I'll stop the waveform, and as you can see, the blue one has changed to 100 kilohertz, and the yellow one is still 1 megahertz. The blue one amplitude has slightly become bigger because, as I mentioned, the bandwidth of the programmable amplifier is good enough to actually allow the entire 100 megahertz, 100 kilohertz signal. But 1 megahertz slightly gets some attenuation. So this is at one frequency. Similarly, and as I send Приветствую еще раз. Выключилась кнопка. Смотрите, в общем-то, нашел интересное видео, которое надо просканировать. Здесь уже готовый код, и фактически пояснял, как там, чего делать с этими модулями. Ну, спасибо Володе, что подсказал. Я говорю, не увидел все-таки вот этот вот розовый. Вот. Но волосики здесь, чтобы подпаивать, очень тонкие. Это надо будет тут стараться очень и очень, чтобы это все запаяться сегодня. Вот. Ну, постараемся как-то это все сделать. Ну, а сейчас в ближайшее время, я думаю, что до 1 числа я уж точно буду загружен, 1, 2. Вот. Поэтому сейчас весь в работе. Вот. Ну, а после этого, как только появятся выходные, сделаю аннотацию этому видео с распечаткой на русском языке. Если кому-то будет интересно использовать такие модули в качестве генератора для того, чтобы подключать несколько генераторов к этой системе и запитываться от одного такой вот тактового генератора на 25 МГц. Но еще человек в коде добавил, судя по всему, пару микросхем для переключения и управляемый усилитель, который может быть по SPI-решению управляться коэффициентом усиления. И тоже довольно-таки интересная фича, поэтому попробуем, может быть, еще какой-то материал подыскать для того, чтобы все это максимально скомпоновать и сделать уже полноценный прибор из копеечных китайских деталей. И такой модуль стоит на белорусские деньги буквально очень недорого. Вот такие дела. Так что всего хорошего. Пока. Заканчиваю свой эфир. Вот. Не похожий на других, точно не из этих миров.